Боря, я думаю, ну это бургер, Так. протеин. Реально может скрасить. Боря такой на фане позитивный чел. Я бы его точно не брал. Я думаю, с ним мы бы сработались. Ну это вообще useless тема. Да. Всем привет, это Team Spirit. Мы решили пофантазировать и представить, что наш состав ПКС попал на необитаемый остров. Мы попросили каждого выбрать по 2 предмета и одному блюду, с которыми они хотели бы оказаться на необитаемом острове. А потом предложили им угадать, кто что выбрал. Посмотрим, что из этого получилось. С кем из ребят ты бы хотел оказаться на необитаемом острове? Ну, если подумать, то я бы выбрал Колю Мира. Он у нас более физически подготовленный парень. Я думаю, с ним мы бы сработались хорошо. И с кем бы не хотел бы из тиммейтов на необитаемом острове побывать. Ну, есть другие люди, с кем можно было бы побыть. Типа там с друзьями близкими или с женой. Я бы выбрал Леню, потому что Леня умеет готовить, потому что Леня большой, и у Лени много мяса. И Леня хорошо обращается с ним. А кто, по-твоему, сможет выжить на необитаемом острове из ребят? Ну, точно Витя, Абдул, Коля. Боря под вопросом. Боря такой на фане позитивный чел. Могут быть сложности. Что выбрал твой тиммейт? Начнем с этого. Попыт это точно Борис, потому что это Боря, он со спиннерами ходит. Это у нас любимое блюдо Лени, это у нас любимое блюдо Бори. Я предполагаю, что зажигалку с собой взял Леня. Почему Леня взял зажигалку? Да, я думаю, что Боря бы не додумался взять зажигалку, он взял бы попыт. Зачем зажигалка на необитаемом острове? А Леня бы взял с собой ее, как минимум, чтобы ему было удобнее готовить себе пищу. Я думаю, что протеин, фото города, это точно ваших рук дело. Вот думаю, кому мог бы пригодиться фотоаппарат. Не, я сомневаюсь, что кто-то бы взял фотоаппарат. Третий предмет это, скорее всего, Ленина книжка. А у Бори... Так. Ну я сомневаюсь, что Борис у нас любит футбол. Я не верю в то, что кто-то взял протеин. Не верю, что кто-то взял с собой фотоаппарат. И не верю, что кто-то взял с собой футбольный мяч. Ладно, пусть будет фотоаппарат. Я даже не представляю, кто мог бы это взять. Я не думаю, что Леня брал бы спортпит. Тут просто есть уже курс по кулинарии. Это точно для него. Это 100% предмет, то, что вот ему надо, то, что пригодится. Спортпит, скорее всего, пригодился бы Декстеру. Я не уверен, что кто-то бы из них двоих взял бы футбольный мяч. Возможно, Абдул, но скорее ни он, ни Леня не взяли бы футбольный мяч с собой. Гитара – это очень крутой предмет для того, чтобы провести свое время на острове. Она реально может скрасить эти томные вечера, особенно в одиночестве. И ее мог взять и тот, и другой, но все-таки, я думаю, никто ее не брал. Окрошка – это уже хорошая вещь. Я думаю, ее выбрал Леня. Леня любит поесть, любит вкусно поесть. А окрошка – это вкусное блюдо, и оно ему совершенно точно подходит. Фотографию города Леня бы точно взял, чтобы вспоминать свой родной курган, чтобы никогда его не забывать. И смотреть на эту фотографию и думать о том, как хорошо ему дома. Среди тут еще предметов есть хинкали. Ну, это Абдул. Есть набор для выживания, но это что-то такое, что не нужно на этом острове. И без него можно справиться. Я бы его точно не брал и никому бы не посоветовал с собой брать. Но фотик это в любом случае очень полезная вещь для того, чтобы выживать на острове. И можно пофоткать виды, берега, пляж, камушки, песочек, чтобы было что на память. Ну, я один уже знаю, что Боря взял. Это попыт. Тут небольшой был спойлер. Потом, по идее, как понимаю, у всех из нас троих разные вкусы. Боря это бургер по-любому. И я думаю, что хинкали или мантет, то это Абдул взял. Ну, набор для выживания, это, мне кажется, любой мог взять человек, который адекватно подумал, что с собой взять на остров. Протеин, ну это вообще useless тема на острове. Типа ты его даже ни с чем не смешаешь, по идее. Мяч футбольный. Это, если бы был Витя, он бы мог взять его, потому что он футболист, или Коля Мир, но их тут нету. То же самое гитара. Я не помню, чтобы Боря или Абдул любили поигрывать на ней. Не думаю, что они могли бы себе взять ее. Фотоаппарат, скорее всего, это Боря больше подходит. Подведи итоги. Окрошка. Кулинарная книга
и зажигалка, я думаю, это выбор Лёни. Бургер, попыт, это точно выбор Бори. Не могу понять, что Боря бы взял с собой третьим на необитаемый остров. Ладно, пусть будет фотоаппарат. Среди 3 предметов, которые Леня взял бы с собой на необитаемый остров, это курс по кулинарии, это окрошка и это фотка кургана. Среди 3 предметов, которые взял бы с собой Абдул на остров, это банка, хинкали и фотоаппарат. Боря, я думаю, ну это бургер, попыт. Вот, и тут, я думаю, фотоаппарат. Абдул, ну это хинкали, набор для выживания и зажигалка. Окей, я не могу поверить, что Боря возьмет с собой футбольный мяч на необитаемый остров. Его и так не вытащить, в футбол поиграть. Да. Почему именно эти предметы ты берешь с собой на необитаемый остров? Мамин хинкал бы меня точно насытил бы. На первое время мне бы этого точно хватило. Набор для выживания должен быть побольше. И в таком случае мне с ним будет намного проще обходиться со всеми предметами и обживать этот остров. Ну а гитара — это возможность хоть как-то отвлечься, и я когда-то учился играть на гитаре. Было бы время что-то вспомнить и вечером себя развлечь. Вот, ну из моего здесь получается фотография. Ну это, если ты попал куда-то на необитаемый остров, я думаю, что у тебя просто, допустим, фотография любимого человека должна быть, чтобы у тебя какая-то надежда была, вера, что все будет норм там и... Ну, какая-то такая духовная тема. По поводу еды, мое любимое блюдо — это окрошка. И поэтому со мной было бы, не знаю, там тонна окрошки. Ну и третий предмет — это была книга. Не будем смотреть на эту книгу, но вообще книга. Там не важно, какая книга, в принципе. Нужно, чтобы, ну просто ты... Если остров, тебе нечего делать, ты просто читаешь, там, становишься лучше, вот и все. Первым предметом, полезным для выживания, я выбрал зажигалку. Это вообще универсальная вещь. И согреет тебя, там, и подожжет что-нибудь. И вообще это очень полезно и удобно. Зажигалку всем советую. Предметом, который поможет мне скоротать время, насладиться временем, отдохнуть, расслабиться, я взял попыт в форме амогуса. Что это увлекательно, снимает стресс. А стресс как бы будет на одной из вершин, когда ты окажешься один на острове. Тебе будет страшно. Вот. А едой я взял бургер. Это универсальная еда, которая подойдет каждому, только если ты не на диете. С таким набором вещей долго ты не проживешь, но проживешь с кайфом, реально. Подведем итоги. Так, парни, а ну-ка объясните мне, я что, должен диалог вести? Или что? 2 фотоаппарата. А, это чехол так лежит просто? Кто-то мог чехол выбрать от фотоаппарата?